Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы можете посмотреть в специальном плейлисте. А сегодня я расскажу вам о своем пятом поэтическом сборнике, который называется «Колесо года». Кстати, подписывайтесь и на мой канал, здесь будет много интересного. Ну что же, это уже мой пятый сборник, а написан он был в промежутке между декабрем, то есть зимним солнцестоянием 2016 года, и августом, то есть районом моего дня рождения 2017 года. И это первый из моих сборников, который я могу назвать по-настоящему поэтически ориентированным, если так можно выразиться. То есть в котором главное место заняли именно глобальные, можно их назвать мета-образы и формы, воплощенные в стихотворениях, а не только мои личные истории и состояния. Такой переход был обусловлен тем, что я начал новый для себя цикл в жизни, и это привело к тому, что изменилось мое отношение и восприятие моей же поэзии. В сборнике «Колесо года» я впервые сознательно вошел в состояние проводника информации, переводя свое внимание на слияние с природой и уводя свою фигуру подальше в фон. Проще говоря, я стал писать не о себе, а для других. И этот сборник как раз стал той самой переходной точкой, позволившей мне, по моим, по крайней мере, ощущениям, в итоге выйти на более качественный поэтический уровень и продвинуться в освоении языка. Кстати, сборник «Колесо года» имеет персональное посвящение, адресованное памяти и трудам Жарниковой Светланы Васильевны. Она была этнографом и культурологом, изучавшим древнюю славянскую культуру. Очень рекомендую ознакомиться с ее книгами «Древние тайны русского севера» и «Золотая нить», и с лекциями или какими-то видео, которые можно найти в YouTube. Таких людей, как Светлана Васильевна, всегда мало, и их вклад в дело просвещения попросту неоценим. А теперь об имени сборника «Колесо года». Это обозначение древнего скандинавского календаря природных праздников, отражающих прохождение солярных, то есть солнечных циклов. Поэтому сборник получился максимально направленным на аспекты цикличности и смены форм. В будущих сборниках я продолжу опираться именно на эти принципы и развивать их. Что же, в завершении, по нашей традиции, я сделаю две вещи. Во-первых, скажу, что сборник «Колесо года» вы можете приобрести в электронном виде на платформе Litres. Ссылка есть в описании к видео. Обязательно переходите и скачивайте. Напомню, обложки всех моих сборников иллюстрированы картинами мексиканского художника Эдуардо Родригеса Кальсадо с его личного разрешения. Ссылка на его инстаграм тоже есть в описании. А второе, что я сделаю, это прочитаю для вас несколько стихотворений из сборника «Колесо года». Никогда не устану напоминать, что я, так себе чтец стихов, так что прочитаю, как получится. Итак, вот одно из стихотворений. Оно называется «Босиком по электричеству». Босиком по электричеству, пусть откроются врата. Карту мира чертят волнами, пьют удачу из песка. Убегают, будто искрами, разгораются в ночи глаза. Босиком по электричеству поет знакомая луна. Уста раскрылись и вещают рай. Босиком по электричеству можно бегать бесконечно ты. Как решишься, начинай. Еще одно стихотворение называется «В мыслях свободы полет». А в моих мыслях свободы полет, как весеннее бурление вод, и мечты мои плетут хоровод, их воплощают шутя. Легко по жизни шагаю вдаль, вперед к рассвету летнему, и с каждым новым рассветом я все ближе к нему. Встречаю зиму я с радостью, очищаюсь в снегопад метель, так отдыхаю в праздники и жду весеннюю капель.
И еще одно стихотворение называется «Шагая в край, где нет краев». Под звездами легко дышать, шагая в край, где нет краев. В такт ветру бьется сердце, меняя правила незыблемых основ. На шелест ласковых лесов, сменяя гул бетонных стен, покинув город, смог увидеть следы грядущих перемен. Возврата к прошлому не будет, запущена стрела, летящая вперед. Живем на стыке циклов всего мира. Начнется все, когда растает лед. Ну и вот на этой ноте будем сегодня разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!